Где-то в 91 году на засекреченной базе Гидры Зимний солдат получает очередную порцию промывки мозгов и отправляет на миссию. В небольшом эпизоде он на байке догоняет автомобиль, в кого-то стреляет и забирает чемодан с содержимым. После предыстории, уже в наше время, в городе Лагос команда капитана выслеживает группу террористов. Неожиданно для всех, разогнавшись, мусоровоз сносит контрольно-пропускной пункт в Институт инфекционных заболеваний. На территорию заезжают террористы, пускают газ и крадут биооружие. А команда героев, устраняя одного за другим, пытаются добраться до Рамлоу, но действия перемещаются на местный рынок. Здесь Романов отбирает биооружие у бандитов, а Рамлоу, передав послание от Баки, подрывает себя рядом с Роджерсом. Ванда быстро реагирует на это, но по неосторожности миссия заканчивается взрывом здания, где наверняка были люди. На другом конце Земли Тони Старк демонстрирует свое новое изобретение, связанное с лечением психотравм. Закончив выступление, он встречает в коридоре женщину. Она обвиняет Старка в смерти ее сына, который погиб в Заковье. По возвращению из Нигерии по новостям передают об ужасных последствиях, и Мстители считают уже за угрозу. Госсекретарь ставит их перед фактом, предлагая подписать Заковьянский договор, после чего они будут находиться под надзором комиссии ООН. Пока идет обсуждение, кто за, а кто против, Стив Роджерс получает сообщение о кончине своей когда-то возлюбленной Маргарет Пегги Картер. На похоронах капитан принимает окончательное решение не подписывать договор. А после, на заседании ООН, где присутствовала Романов, рядом с зданием взрывается бомба. Погибает король Ваканды, вместе с ним более 70 человек. Якобы намекают, что в этом замешан Зимний солдат. Группе захвата отдают приказ стрелять на поражение. Капитан Роджерс намерен уберечь своего друга от гибели. Узнав о его местонахождении, Кэп приходит в квартиру к Барнсу. Сюда же заявляется спецназ. Пробиваясь через толпу, Баки хочет скрыться от погони, но тут подключается Черная Пантера, устремившись остановить его любой ценой. Под автострадой их окружает полиция и один из Мстителей. В результате Барнса арестовывают. Кэп вместе с Соколом теперь преступники, а под маской Пантеры сам принц Ваканды. Всех привозят в штаб-квартиру и отбирают снаряжение. Здесь же некий Зема проникает на допрос Барнса. Дистанционно он вырубает свет при помощи электроимпульса и зачитывает шифр для подчинения Зимнего солдата. Капитан Роджерс прибегает на место, и теперь Зимний солдат нападает на всех, кто приближается. Все же Барнс выбирается из здания и садится в вертолет, но Роджерс не дает ему взлететь. Они вместе валятся в реку, тем самым сбегая из-под ареста. Пока Баки в отключке, они прячутся в заброшенном цехе. Здесь Баки рассказывает, что он не один такой, и как раз доктор спрашивал про лабораторию, где создали и держали еще 5 суперсолдат. Старку дают 36 часов, чтобы разыскать сбежавшую троицу. Он отправляется в Куинс и вербует Человека-паука. Кроме того, на его стороне вождь Ваканды и Романов. Между делом Клинт помогает Ванде сбежать из-под стражи Вижена, а новая подружка Роджерса возвращает костюмы своим владельцам. К ним же присоединяется Муравей. Действия разворачиваются в аэропорту. Тони Старк просит сдаться властям, так как хочет сохранить Мстителей от раскола. Но Капитан Америка считает, что их расколол договор. К тому же они хотят остановить Хельмута Зема. Раз цели разные у обоих сторон, команда Кэпа пытается пробиться и угнать Квинджет из ангара. А удается это сделать лишь Роджерсу и Барнсу. Сражение заканчивается с потерями. Вижен случайно попадает в костюм Роудса. Тот рушится на землю, и теперь он находится в критическом состоянии. После больницы Старк направляется в тюрьму, куда отправили оставшихся бунтарей. В пути он изучает информацию про Зему.
присланной британской разведкой. Сам Зема находит замороженных в капсулах суперсолдат. По прилету Старк видит Мстителей за решеткой. Осознав свою ошибку, он просит Сэма сообщить, где находится Капитан Америка, чтобы помочь ему. Роджерс и Барнс прилетают на место. Не успев пройти вглубь убежища, их догоняет Старк. А Старка незаметно отслеживает Черная Пантера, который теперь тоже здесь. Оказывается, что Зему совсем не нужны были суперсолдаты, а вместо этого он показывает запись из начала фильма, где Зимний солдат убивает родителей Тони Старка, тем самым настроив их друг против друга. Внезапно Старка охватывает ненависть, и он пытается всячески добраться до Барнса и убить его, но ему мешает в этом капитан. Между делом Гельмут Зема выбирается из бункера. К нему сзади подходит вождь Ваканды. Зема рассказывает ему, что от дела Мстителей погибла вся его семья, а своими действиями якобы наказал героев. Закончив свою историю, он пытается покончить жизнь самоубийством, но вождь не дает ему сделать это, для того, чтобы Зема ответил за свои поступки. В сражении Баки теряет свою руку, из-за этого Кэп активнее защищает своего друга. Через некоторое время Роджерс вскрывает шлем Железного Человека и выключает весь костюм ударом по мини-реактору. Оставив свой щит, Стив берет Баки и уходит. После всех событий Роджерс освобождает своих друзей из заточения. Старку приходит письмо с извинением от Стива Роджерса, а Зимний солдат понимает, что уязвим, и решает на время себя заморозить. Здесь трилогия про Капитана Америку заканчивается. Благодарю за просмотр.